Доброе утро. Утро 7-го дня. Так, спится хорошо. Что в угоду Морфею не хочется даже фоткать рассветы. Я их пропускаю. На часах 7 часов. Ну, по ощущениям, еще бы часик-полтора поспал бы. Птицы в речном походе это вообще просто неотъемлемая часть похода. На часах 8:23, а у меня тут конь не валялся. Что-то какой-то расслабон поймал. Было бы в планах у меня на сегодня дневка. Это было бы еще как-то актуально. А так вроде бы ничего не планировал. Но меня сейчас солнце выжженет с палатки, потому что вот начало жарить. Так что палатка все будет невыносимо. Буду выходить. Какая-то такая усталость накатила легкая. Хотя всего лишь 7-й день. Но с другой стороны, с рюкзаком там шел. Первые 2 дня, 3-й подъехал, беготня была там по самбару, потом за каяком, потом гребли. То по сути да, 7-й день безостановочного движа. В общем, спалось долго, из палатки выбираться не хотелось, и такое какое-то снявялое ощущение. 7-й день, дневку можно сделать, накаркал. Здорово, что сделал такое решение, принял и решил устроить сегодня дневку, честно. Потому что я чутка подустал от всей этой суеты, гребли, обносы меня очень извели. За 2 дня 10 обносов, наверное, было. Ну, если я переборщил, потому что эмоционально, может быть 8. Но мне, сдается, их 10 было. По 5 примерно на каждый день. Вот, река рядышком. Очень похоже здесь она на Десну. Я все сравниваю с Десной, потому что по ней больше всего, чаще всего ходил. Ну вот где-то чуть-чуть шире возле Чернигова, а такая ширина примерно на границе с Россией. Даже, возможно, там меньше. Хотя здесь от истока еще недалеко, но Днестр очень быстро набрал обороты. Приготовить рис, и у меня еще копченая колбаса. И я хочу сегодня пораньше выйти, чтобы больше пройти или же больше увидеть на моем пути интересные места. Галич и даже в этом Журавино есть заброшенный замок. Посмотрю, может быть, его зайду еще пофоткаю. Если будет место, где лодку швартовать, чтобы не было видно, и доступа к ней не было. Вот. А сейчас стою, готовлю завтрак. И в путь, не теряя времени.
На часах 9, я полностью собран. Байдарка укомплектована. Кстати, вот так она выглядит в сборе, когда я отправляю. Сзади у меня солнечная панель, иногда впереди ее ставлю. Но сзади она как-то меньше мешает. В ногах у меня бутылка с водой, которую я пью. И в гермосумке маленькой там вся фототехника, которой я пользуюсь. Фотоаппарат, экшн-камера, аккумуляторы. Ну и спиннинг под рукой. Надеюсь что-то поймать. Погода сегодня переменная облачность. Солнце то появится, то исчезнет. Вот такие облака на небе. Впереди у меня за один ходовой день должен быть Галич. Сейчас разбуюсь. И вот здесь аккуратно войду в воду. Правда, ноги все равно испачкаю. Этот ил, он повсюду, на всех берегах. И отправляюсь в путь. Не прошел и 50, ну какие 50, 500 метров, причалил к берегу. Как было не причалить, по карте у меня здесь палац Кшинских Чарторийских, если я правильно назвал. Ну, такое, думаю, ладно, пропущу его. Слушайте, иду с левого края Днестра, а его в разрезе деревьев видно. То есть до него 200 метров, как не зайти. Вот здесь причалил лодку сейчас, привяжу веревочкой своей, которая сзади у меня. И, ну и схожу, хоть пару кадров сделаю. Вот лодка на Днестре стоит. А вон там в разрезе деревьев видна крыша самого палаца. По прямой к нему не дойти. Вон он там на заднем фоне есть. Крыша, если видно. Сейчас не видно. И нужно идти вокруг, потому что там такие заросли. А вот и шагаю. Где-то лодку бросил с вещами, солнечной панели наверху. Вот даю. Ну, хочется глянуть. Первый палац на пути, что-то необычное уже, вроде как берега илистые приелись. Я думаю, здесь по кругу. И дорога повернет уже к самому палацу. Иду по полю. Коровы пасут, защита. Нужно поторопиться, чтобы лодку долго не бросать. Буквально на 5 минут пофоткать и обратно. А вот и сам палац Кшинских Чарторийских. Да, здание в занепаде, скажем так. Правда, вижу окна пластиковые новые, но стены подубитые. Журавна расположен на юго-востоке Львовской области. В конце XVIII века Адам Жибровский построил в Журавна дворец в стиле классицизма. Он был в виде подковы. Тот старый дворец сгорел в 1904 году. В тот же год владелец Журавна Антонис Кшинский в 100 метрах от сгоревшего дворца построил новый дворец в стиле французского неоренессанса. В межвоенный период его перестроил последний владелец Казимир Чарторийский. При советской власти в бывшем дворце оборудовали противотуберкулезный санаторий, а в 2004 году он сильно пострадал от пожара и на сегодня пустует. Сейчас отремонтирована крыша, установлены пластиковые окна. Барельефы дворца рассказывают об обычаях времен постройки. Сохранились гербы владельца дворца, также жанровые сцены. Слева от меня, скорее, это техническое здание, которое тоже относится к этому общему ансамблю. По сути, это парк здесь, я так полагаю. Конечно же, территория большая, но нет времени все смотреть. Только сам замок и все на этом. Бегу к лодке. Минус одному, что нет возможности оставить вещи на кого-то. И далеко уйти от лодки нет возможности. Только так, максимум, что возле берега метров 300-400. Это 400 уже много. Вот беда нашей страны. Это ручеек, который бежит вокруг парка. И вот все, что не нужно. Банки, бутылки, пластик, пакеты, сапоги. Все здесь. Вот такой трэш. Обувь. И все в Днестр течет.
сейчас чутка стреманулся. Подошел, там еще один спуск есть. Спускаюсь, лодки нету. Вот лодка на месте. Нужно запомнить эту поляну. Здесь кострище есть. Есть место для палатки. Даже раз, два, три. 3 палатки можно поставить. Таким образом можно отсюда сходить на этот палац, посмотреть спокойно, в лагере кого-то оставить. Поставлю точку на карте. Возле Журавна, до самого Журавна и после, впервые начал подниматься левый берег. И, кстати, в таких местах есть смысл смотреть внимательно родники. Там может рождаться родничок недалеко, метров 100-200. Вода будет чистая, потому что то, что я встречал, небольшие родники, глядя на карту, я видел, что они идут из сел. И там могут быть с полей какие-то удобрения и прочее, это не подходит. В таких местах вода чистая, потому что здесь никаких полей быть не может, она идет с леса. Это раз. Но с водой у меня все в порядке. Сегодня утром приехали рыбаки, когда я собирал вещи. Я спросил про воду, они мне угостили 2 полторашки, а потом решили ехать дальше искать место. Так что так, подъехали, дали воду, поехали. Поэтому я с запасом. У меня 4,5 литра воды. Я еще километр вот назад проехал замечательные перекаты. Там такие шикарные кадры сделал. Там так красиво. Прям мне вспомнились вот эти видео, где на севере или Дальнем Востоке, не знаю, рыбачат вот в России. И едет по такой дороге. В общем, шикарно. Вот это именно это место очень красивое. Видно перепад воды такой, где-то до 20 сантиметров. Прям вот она выше, вот она ниже, льется, шумит, все здорово. Место становится шире и шире. Вот реально чувствуется, что он набирает мощь. За спиной у меня метров 20. И здесь метров 25. 45 метров ширина реки. Настроение огонь, погодка шикарная. Каша готова на обед в котелке. Что еще нужно? Порыбачить, да, я знаю, надо поймать какую-то рыбу. Хоть не для себя, но для кадра. Ну, в крайнем случае я умею ловить и без удочки. Я не волшебник, я только учусь. Когда-то на море мне шторм выбросил рыбину. Была волна. А сейчас баклан поймал передо мной рыбу вдалеке. Долбал ее, а потом увидел, что я приближаюсь, и решил проглотить. Короче, он ее проглотил. Я достаю фотик, думаю, сейчас фоткаю баклана. Какой-то он такой дергается, думаю, что он больной, что ли? Улететь не может. А я уже близко был совсем. Видимо, рыба такая тяжелая, что он с ней не мог взлететь. И он ее выбросил. Отрыгнул с желудка уже. Вот она. Это звездец. Я рыбу хотел, но я же не уточнил, каким образом. Реально свежая рыба. Ну, что делать с ней? Она побыла в желудке баклана. Честно, меня просто сейчас смех распирает от ситуации, от произошедшего. Это голавль, наверное, я не разбираюсь. Ну вот он ее долбал. Прикол. Не буду я такую рыбу есть, конечно, я ее оставлю. Птицам они сидят. Но сам факт, сам прикол, ситуация вот эта вот, это, конечно, чудо. Здоровый, конечно. Если бы я такой поймал на уху, мне бы пошло. Виды на Днестре, конечно, удивительные. Я, конечно, сомневаюсь, что телефон передаст всю ту красоту, что здесь есть, но, по крайней мере, я попытаюсь. Нажать кнопку мне несложно. Класс, эти горы, возвышенности, которые то слева, то справа, такой антураж добавляют. Это точно, уже теперь я не могу сказать, что это как Десна. То есть берега были похожи на реку Десна, но теперь я не могу этого сказать. У Днестра свой характер, свои берега.
Вон там 100 метров от меня, на берегу, на левом, видно, что высадили в ряд тополя. Скорее всего, подмывает этот берег, он уходит. И это стало причиной засадки такой лесополосы. А там, видимо, даже поля, скорее всего. Часах 12:30, и я думал еще погрести до обеда рано. Но вдруг увидел такую шикарную поляну, выход хороший. Пообедаю заодно. Вот, покупаюсь, чуть позагораю и дальше. И хорошо идется, попутный ветер целый день сегодня вообще фартит. И течение хорошее довольно. Я чувствую, что я Галич проскочу сегодня. Покупался сейчас и должен сказать, что, блин, вообще не жарко. Зашло солнце за облака. Ветер дует, тот, который был попутный, я его не чувствовал, потому что все время он мне в спину. У нас скорость одинаковая и практически ветра так и нет. Здесь на месте встал какой-то дубак прям. Ну а тем временем на обед у меня каша гречневая. Утром сварил. И здесь еще у меня колбаса копченая оставалась. Я чувствую, сейчас за раз не съем, еще и на ужин будет. Вот. Ну, есть еще шоколадки на перекус. Доедаю и буду грести, потому что я подмерз что-то прям. Не доходя села Тенетники, по левую сторону будет, Днестр начал дробиться такими островами интересными. Можно петлять между ними туда, туда. А между островами в проходах еще маленькие такие острова. И скорость замерил 5-6 километров в час. Скорость течения реки. По крайней мере, скорость течения моей лодки. Кстати, плюс еще ветер попутный. Может быть, это помогает. Но, по крайней мере, хорошая скорость. Я же говорю, ничего делать не нужно. 5 км. Лодка идет. Задом наперед. В Новом Мартынове на берегу, на возвышенности строится интенсивно церковь. Точнее, она там уже стоит, а вокруг окультуривается площадь, крестов понаставили. Там. Местные, мне кажется, просто ненавидят Днестр. Вот так прямо бросают мусор в реку, все подряд. И бытовые отходы, и пластиковые. Флюгер на ветряке показывает направление ветра. Ветер идеально мне попутный. На горизонте у меня Галич. Я вышел поменять память в городе, телефона уже забита. И ветер целый день, хоть и попутный, это он уже...
что по левой стороне я прошел Мариамполь. Хотел подняться к Мариампольскому замку, но оказалось, нужно очень далеко уходить от лодки. По карте со спутника вроде 50 метров там или 100, а на самом деле нужно забираться в гору высоко. Не стал этого делать. Ветер к вечеру стих немножко. И уже почти 7. Надо искать стояночку. Время 19:20 и стал где-то в 3 километрах за Мариамполем. Там впереди, может, и есть стоянки еще, но ввиду того, что выходные, пятница, вечер, чем ближе к городам и селам, тем больше рыбаков. А этот участок, он вообще не обжитой. Здесь стоянки не было, и только благодаря тому, что у меня надувной матрас, можно здесь будет поставить палатку и выспаться. Вот причина основная. Это такие круглые камни, галька. Хочу заметить, что все-таки без газа никуда. Печка-щепочница — это хорошо, но вот я оказался на таком острове, где совершенно молодые растут деревья, и случайной волной не затащило сюда сухих деревьев старых. И что дальше? А у меня была каша готова, мне просто нужно было ее подогреть. 2 минуты на газу, и все, я поел и забыл об этом. Так бы сейчас 4 дрова коптил. То же самое с чаем. Вот сейчас он за 5 минут закипит, там 500 грамм, и порядок. Я не использую газ постоянно, но в таких случаях, когда нужно чуть-чуть вскипятнуть и не тратить время, или когда нету дров, это очень помогает. Баллон это тоже самое живет 8-й день, 280 грамм. Только что подсчитал. Прошел я, между прочим, сегодня немало, 64 километра. Это при том, что местами я вообще греб вальяжно. И утром еще посетил замок, бросал каяк на полчаса, уходил в сторону. Но считаю прекрасно, течение очень хорошее. Потому что, будь другое течение, это было бы километров 40, не больше. Вот. Тем временем чай готов. Пью чай, смотрю на закат. Он напротив меня, за деревья садится солнце. И отдыхаю. На сегодня все. До завтра.